Друзья, всем привет! Заезжали мы на выставку строительной техники в Крокус Экспо. Снимать я ничего не планировал, цели посещения были немножечко другие. Но в итоге я достал телефон, и на телефон несколько кадров для вас снял. Может, кому-то будет интересно, можете посмотреть, что тут было. Я когда подходил к Мазовскому стенду, я думал, меня не пустят. Но потом вспомнил, меня же там не было. Тебя бы они, наверное, не подпустили. Хотел показать пару вещей. Volvo изменила значок. Как вам? Нововведение. Ну, конечно, чувствуется вместе со значком все эти вещи такие себе. Пластик. Визуально даже видно, что так себе. А вот техника Ямал. Интересный аппарат. Века тоже в новом кузове начала выпускаться вслед за Вольвой. И Века Тракер тоже с другим значком. Ох, все такие яркие, разноцветные. Века Стралис. Вот да. Но это какая-то старый Стралис. Кабина нормальная кабина. Кабина шла. Оптика. Салон от Дафа. 105-го. Ничего, скоро только такие будут у нас. В общем, стенд Века. Смотри, даже дефлектора, наверное, подойдут. Наверное, подойдет. А? Ну это который до 2007 года шли. Чем-то напоминает МАЗ. Обшивка. Интересно. Что здесь? Шерифаны. Цены нету, так интересно посмотреть бы было. Какая оптика красивая.
А, вот эта штука, наверное, подозреваю, миллионов на 200 тянет. О! Вот это маркетинговый ход. Да? Для российского рынка. Я только сейчас заметил, что это Z. Мне кажется, эту машину в ближайшее время в Европе выставляться не будет. Точнее, вот это изумлен. Что на Украине, так точно. О, подожди, Ситрак мы еще не посмотрели. А это ман. Да ладно. Слушай, так тут вообще мановская кабина. Бампер, все, фары. Салон. Почти. Вот так вот. Даже салон красивее, чем в Мане. Ну и машина ж уже свежая. Дизайн, все. Дефлектора, видишь, уже агрессивные. Это стенд ман. Короче, мы прошли Вольву и Веку, добрались до мана. Да нормальная машина. Мы эти кабины еще будем продавать и продавать. У меня такое ощущение, что она вообще она Так чисто это ман. мановская кабина. Ручки все. Все то же самое. Зеркала другие. Все то же самое. Накладки стоят. Все, один в один. Даже коробка задав. Видишь, что они говорят? Коробка, да, ZF. И на Вольвино, то есть ZF-овская коробка, да? Евро 5. Ну, двигателя не обозвали как-то. А, ну, двигатель Ман мановский D26. D26. Common Rail. Колесная форма 84. Коробка ZF. Это у нас ТГС были, а вот это у нас ТГХ. Все машины, это модель 480 ну, не самокат. Чем они отличаются? Траксон стоят ZF-овские. Слушай, нормальный сидельник. Мост мановский стоит. Наш Y 1350. Да, наш Y 1350 стоит. У нас автомат, холодильник 480 сил. Как вам, красавчик? Скоро они займут весь рынок. Других не будет. Это понятно. А вы продавец, покупатель? Продавец. Когда вы? М? Еще раз. Вы тоже собираетесь собой заниматься? Не, мы бэушно занимаемся. Что они займут весь рынок, это да. Только интересно ли это? В общем, все агрегаты, двигатели, Кабины мы еще эти будем продавать и продавать. полный аналог. Они у нас не закончатся никогда. Полный аналог выпускаются в Китае. Коробка ZF, двигатель полный аналог мановского. Редуктора, мосты. Мосты мановские, аналог собираются в Китае. А это что, у нас Scania? Это Scania. 6-я серия. 6-я серия. Вот так прошли по китайской выставке европейских грузовиков с Саней. Ну так, видно, конечно, чуть-чуть вот эти вот даже на новой технике. Косячки.
Но во всяком случае получше маза. Получше мазов, да. Закрыто. Не, ну может открыто просто, там надо дергать сильно. А еще что это такое, Саня? Эти знаки везде. Да? Это походу специально сделано. Так, идем дальше. Пойдем-ка сюда пройдем. Там тоже Ну, видишь, это уже наш фонарь. Сфоткать тебя? Сейчас. медведь. Русские, если умеют что-то делать, то это сразу большое что-то. И ракеты. Это что-то сразу большое и ракеты. Ну, вот варят примерно так, как на первом курсе. Не, ну это вот эти шовчики. Эти шовчики шикарные. Шикарные. Так это потому что автомат варили. А то вручную варили. Нет, вот это тоже ручной. Ну, это техника для таких работ. Оказались посмотреть, что там. Опа. Опа. Продолжаем нашу экскурсию. Это такая небольшая идея для бизнеса дома на участке. Поставил. Работай. Не. Еще у нас КамАЗ. КамАЗ, которые еще будут выпускаться и выпускаться. Урал. Ну, в принципе-то и все, наверное. Здесь уже такая профессиональная техника. Ну да. Еще интересный экспонат. Смотри, они же... Нет, я их записывал, они пришли. По саксу. Система управления интересная. Этим кораблем космическим. Нифига себе, тут даже сидушки Рикардо стоят. Слушай, здесь так удобно. Так рикардовские сиденья, конечно, удобно. Знаешь, для чего эта техника? На Ауди спортивный. Знаешь, для чего эта техника? Ничего. Либо на склонах лыжных делать дорожки, либо эти зимники. Ну, здесь удобно. Смотрите. Ледострой организация. Такие блоки. Пенопласт. Пенопласт с цементом. Походу и не тяжелые. Ну и вот такие домики можно лупить. За 2
Нет, так это ж просто выставочка. Не, так понятно, что они так быстренько накидали друг на друга и все. Слушай, а они по ширине такие не маленькие. Но снаружи обшил, утеплил. Вообще нормальная тема, а? А я думаю, еще дом строить. Интересно, как в эксплуатации это все будет. Надо посмотреть видосы какие-нибудь в интернете, что там. Да, ну не ходи. Что с пилокофом стоит? Охуенно, блядь. А? Слушай, его можно, блядь, за день нахуй дом поставить. Коробку. Ну да. Да, интересно, интересно. Ты что, ты поставил, заштукатурил снутри, Ну. снаружи, блядь, и живину. Не, ну там между, наверное, какой-то клей кладется. Я не строитель, конечно, но... Ну и с направляющим все. Надо запомнить. Вот-вот. Колеса можно тебе на машину поставить. Мне такие не станут. Форд старый. Ну и собственно все. На этом выставка все. В общем, в принципе, выставка вот такая строительная, Скажи Борису, пускай небольшая. В павильонах там особо, там чисто запчасти, комплектующие были. Показать нечего было. Но по технике видите сами, Скажи что, Борису, пускай закажет, а то я не поехал. что показывают компании. Машины китайские, аналоги европейских. Поэтому ничего не изменится, да, Саня? Вообще ничего. То, что радует, что мановские кабины мы будем продавать всегда. Поэтому Немские цены запчасти на сбрасывать не двигатель. будем. Мановские запчасти на двигателе. Все одно и то же. Кабины будут в топе. Сейчас все пересядут на китайцев, и все будет хорошо. Друзья, вот такое короткое видео получилось. Показать так особо нечего, но что есть, то есть. Будет еще какая-нибудь побольше выставка коммерческого транспорта. Заедем, покажем. Думаю, на легковой выставке будет примерно то же самое. Да? Если приехать на выставку легковых автомобилей. Ну вот интересно, если будет какая-то, я отслежу, съезжу, посмотрю.